Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, фактически 6 часов вечера по местному времени, и у нас, у вас, вернее, на экранах турнир, который буквально недавно стартовал, и в этом турнире сегодня схлестнется украинский игрок Юниверкер, который из Одессы, достаточно молодой парень, 25 лет ему. Всего-навсего против него будет играть голландский игрок Хэнк. Это у нас стадия 1.32. На этой стадии предполагается бои до 5 побед. Мы недавно смотрели с вами бой Маджесты против Моджо. Там Маджеста выиграл. Чуть ранее играл The Game с Ревенджером на этом же турнире. Там The Game тоже выиграл. Ну и сегодня, собственно, пожелаем успехов Юниверкеру. Возможно, и он сегодня тоже победит. Это у них первая стадия в этом турнире. И от сегодняшней игры зависит многое. Сможет ли Юниверкер пройти дальше по турнирной тропе. Далее. Так, я вижу, игроки уже в лобби. Сейчас я им напишу, что, в принципе, уже могут заходить. Карту у нас выбирает тот, кто находится в нижней части турнирной таблицы. В нижней части турнирной таблицы у нас Ахенг первый, поэтому он будет выбирать первым бой. На какой карте будут играть. Так. Ну что, Хенк у нас будет выбирать первую карту. Ждем, какую карту же он все-таки выберет. Бой предполагается, в принципе, от получаса до часа. Там до 5 побед не так уж и долго играют. Просят лак-тест провести. Ну давай проведем. Я думаю, все нормально будет. Пинг 10. Вполне себе. Очень даже хороший пинг. Здоров, здоров. Привет. Да, десяточка пинг. А вы думали? Ну, со мной хороший пинг у игроков. Я не знаю. Никто, по крайней мере, не жаловался. Нас разгромили. Так, ну что, теперь у нас все-таки состоится игра. Лактест нам кое-как провели. Первую карту все-таки Хенк пусть выбирает. А не выделывается. Forgotten Air Battle выбирают у нас Хэнк. Forgotten Air Battle. Поехали. Так, просит рестарты Юниверкер. Хочет посмотреть генерала, обдумать стратегию. Ну, как вариант тоже сгодится. Китай, Глаз Стелс. Интересно. Карта достаточно большая. Нас разгромили.
Ну что ж, Хенк у нас будет на верхней части карты играть справа, а внизу слева будет играть Uniworker. Напоминаю, что следующая игра будет на этой же карте, только реверс. Поменяются игроки местами и генералами. Синенький цвет у Юниуокера. Он внизу у нас, слева. Желтенький у нас у Хенка. Хенк Китай ванильный против Glass Tales. Карта не самая богатая. Сюда можно влепить 2 ресурсных центра. И плюс по одной вышке есть на краях карты. В центре пусто. Ресурсов вроде как больше нигде не наблюдается. Если они заканчиваются, то в принципе все. Финиш. Это вам не World Series карты, на которых куча ресурсов, вышки, множество коробок по всей карте раскидано. Нет, здесь все достаточно скромненько. Это карты старые, поэтому и турнир, собственно, называется типа старые, но золотые. В плане того, что карты не самые богатые. Такова была задумка от Пидекса, организатора этого турнира, для того, чтобы игроки имели возможность все-таки на старых картах немного пободаться, поиграть и посопротивляться друг другу. Посмотрим, как тут пойдут дела сейчас у Юниверкера. Ну, если конкретно брать The Game и Majes, то это достаточно серьезные украинские игроки. Юниверкер, конечно, пока особо чем-то выдающимся не отметился. В первом раунде World Series Юниверкер вылетел. Я стримил, по-моему, тот бой. И как бы там, по-моему, сухая была 5-0. Особо ничего не удалось ему сделать. Я даже не помню, против кого он играл, но там достаточно серьезный у него был соперник. Вот. Здесь Хенк, кстати, ну, можно сказать, такой же, я думаю, по уровню узнаваемости игрок, как и Юниверкер. Ну, я думаю, что сегодня есть все шансы Хенка переиграть и пройти дальше. Ну, а дальше, конечно, вряд ли уже что-то получится сделать выдающееся у Юниверкера, если он даже прорвется. Там на следующем этапе ждет его достаточно жесткий игрок с никнеймом Стас. Так что, я думаю, у Юниверкера в будущем, как бы, даже, да как бы он сейчас не старался, но следующая игра для него будет мега тяжелая и мега неприятная. Пытался тут кое-как добежать до базы своего соперника, неудачно. Подрывники просто встали и ничего особо не отметились. Поехал там дракон на базу Юниверкера сверху, за ним гоняется один подрывник. Рабочих танк-дракон раздавил, ну и попытка будет сжечь ресурсный центр и подрыв. Подрыв сработал, танк-дракон уничтожен, но придется новых рабочих на ресурсный центр заказать. Тут в центре домик занял. Сверху гатлинг катается, но как бы не сильно критично. Тут техничка, правда, неизвестно, пустая, вроде не пустая. По идее, должен будет встретить. Еще один танк-дракон от Хэнка. В центре домик сжег всех ребят, кто находился внутри. Ну а Юниверкер изъявил желание захватить вышки. И, в принципе, уже внизу есть для этого дела установленная казарма. Там ждет один ребель. Захват у ребеля пока не выучен, я так понимаю, да? Нельзя посмотреть. Но, скорее всего, что раз он стоит, значит не выучен. Или же Юниверкер немножко провтыкал. Вот танк-дракон в центре немножко наводит суету, сжигает казарму. Но выезжают два квада, будут встречать. Ну, квады долго, конечно, будут ковырять этот дракон, но все-таки его уничтожают. Норочку поставил, рабочий есть. Внизу, блин, внизу что-то как-то у Юниверкера еще даже не начал захват этой вышки. Вот, только вот сейчас пошел захват. Сверху тоже можно захватить. Тут есть норка. Из норы быстренько выбежит репель. И все дело осуществит очень легко. Главное не забывать про захват. Одну вышку все-таки себе забирает. Так, что у нас у Хэнка? У Хэнка у нас уже есть аэродром, готовый Хеликс. Пехота садится в Хеликс, будет, значит, бункер на нем. Уже есть.
центр пропаганды строится. Ну, в общем, у Хенка плюс-минус все хорошо. Базу он особо не терял. Прибежал сюда один перехватчик. Тут танк-дракон сейчас будет, сворует его. Да, и можно его сразу же в обратку отправить на базу к голландцу и сжечь ему что-нибудь. Но тут уже есть Хеликс, и танк-дракон просто в никуда был использован. Два клада куда-то едут своим ходом. Есть уже боевой автобус у Юниверкера. Значит, где-то есть дворец. Дворец вот он. Тут не хватает одного рабочего на ресурсном центре. И тут... Ну, тут тоже одного. Нет, тут все нормально. Тут 5 рабочих, в принципе, хватает. Они без задержек добывают ресурсы. Правда, немножко далековато им бежать, но тут такое. Ну, два квада вообще непонятно зачем. Куда они хотели поехать, непонятно. Тем более знал, что Хеликс есть. Юниверкер, может быть, хотел Хеликс поймать. Непонятно. Вышку себе перехватил. Вышка сверху уничтожена. Домик сожгли. Норку сожгли. Ну и внизу, походу, тоже сейчас будут сжигать. И норку, и квады не справляются. Короче, тут дракон с Хеликсом вполне себе неплохо так отпахали. Что-то у Юниверкера нигде не получается закрепиться. Норок не хватает. Карта достаточно большая. Она сама говорит украинскому игроку, что надо по всей карте как можно больше скрытых нор. Где-то вот сюда вот одну норку, чтобы можно было прям на военный завод выехать. Где-нибудь, допустим, сюда какую-нибудь норку влепить. Ну, тут, конечно, бункер есть. Тяжеловато будет туда пробиться, но все-таки можно было бы попробовать. Есть Джармен Келл у Юниверкера. Тем временем, я не знаю, получится у него, не получится. Тут сверху достаточно нехилая такая группа. Несколько танк-драконов. Танк ЕЦМ. И гатлинг там в поддержку. Ну, посмотрим. Где Джармен Келл потерял его? Ага, вот он. Надо выбивать ИЦМ-ку. Да, находят Джармен Келла. Джармен Келл просто так бездарно сейчас сливается. Видит еще один аванпост. Скорее всего, что и его сейчас потеряет. 2 минуты задержки на трансляции, поэтому если будете что-то писать, со временем оно придет. Не спешите, не расстраивайтесь. Так, поехал боевой автобус, один в центре, но тут слишком большую группу против него. Хэнк уже собрал. В воздухе миги. Миг без напалма пока. Ну, так, медленно, размеренно, своим ходом идет игра. Как бы особо никаких опасных действий против голландца не производилось. Он себя тихонечко, спокойненько играет. Не спеша никуда. А вот у Юниверкера достаточно могут быть сейчас серьезные проблемы, потому что к нему едут танчики от голландца. И их надо будет чем-то придумывать, останавливать. В ответ Юниверкер предпринимает попытку пойти в контратаку. Ой. Так, тут боевые автобусы. Но это, конечно, не боевые автобусы от Маракара. Но тоже немножко так пугают Хенка. Да, но группа от Юниверкера пока доехала до базы голландца. Никаких серьезных проблем ему не создала. Поверху едут дракончики с гатлингами, с ИЦМ-ками. Один боевой автобус переворачивают, норку сейчас сожгут. Плюс уже к этой группе присоединяется и воздушная помощь в виде мигов и Хеликса. Слабенько, пока слабенько у Юниверкера получается. Надо как-то поактивнее, что ли. Что и юнитов маловато будет, и денег не хватает. Тут еще и черный рынок построил. Черный рынок сейчас будет потерян.
боевой автобус не справляется с Хеликсом. И что-то дело пахнет 1-0 не в пользу украинского игрока. Пока. Пока слабовато получается. Ну и Хенк тоже, кстати, достаточно много проигрывал тут. И поджав хвостик возвращается на базу. Ну, тут, наверное, надо какие-то резкие атаки от Глашника, не знаю даже. Перехватчиков побольше можно, в принципе. Танки-драконы вражеские поперехватывать. Уже слышим звуки арт-удара. Это на ресурсы. Это на ресурсный центр. Ну, коробок мало, поэтому тут вторичка может сейчас зарешать. Это по ресурсному центру. Даже не по ресурсному центру, а по вторичной экономике. Да, какое-то время будет отстраиваться этот ресурсный центр. Потерян был также черный рынок. Но достаточно серьезные такие, ощутимые проблемы для Юниверкера. У него и так не самая прям богатая база на самом-то деле. У него был один черный рынок сверху, один снизу, и оба, в принципе, потеряны. Еще один строит. Не хватает электроэнергии. Надо было попробовать Джармен Келлом где-то может бульдозер украсть. Тут не самая тоже продвинутая база у Хэнка. И бульдозер можно было бы попробовать себе забрать. Ну и Миги очень хорошо справляются с боевыми автобусами от Юниверкера. Ну а наземная группа уже это все дело дополняет, отпугивая квады. Я думаю, достойные соперники сегодня встретились. Оба игрока не блещут профессионализмом. Это видно, что явные хорошие любители. И причем играют плюс-минус на одном уровне. Просто здесь Хенк немножко выделяется за счет того, что у него китайский генерал. У него чуть юниты посильнее. Но и есть еще и Хеликсы, есть Миги. Чем, конечно, Глашник стелс похвастаться не может. У него даже тяжелых танков нет, каких-нибудь там. Даже средних танков нет в виде скорпионов, не говоря уже там о тяжелых. А вот у Хэнка это все имеется. Хоть он и ванильный китаец, но все равно. Это у него есть. Сверху дракон, кстати, может просочиться сейчас на базу к Юниверкеру, наделать там делов. Перехвачен танк дракон. Ну и Миги вылетели за ним. Танк дракон, к сожалению, не выживает. А вот этот вот, который едет сверху, его надо срочно останавливать, потому что у Юниверкера и так проблем хватает. Еще и пропустить где-нибудь такую падлу, как этот танк дракон, не хотелось бы ему, я думаю, 100%. Черных рынков нет. Черных рынков нет, что маяк ставит Хенк, думает, что там. Там же нету ничего. Ну да ладно. Продал. Продал? А как он увидел? Если он раньше времени продал. Ну, полетела туда. Ковровая бомбардировочка, но она полетела в никуда. Каким образом здесь был потерян черный рынок, я чуть не понял. Он же должен был быть здесь. Я же видел, что он там достраивался. Другого черного рынка, кстати, у Хенка нет. Но Хенку по-хорошему надо было бы... Ой, Хенку Юниверкеру надо было, наверное, боевые автобусы, рокетбаги миксовать с квадами. Почему-то этого дела нет. Вообще еще было бы неплохо со старта какие-нибудь быстрые подрывы, если бы можно было осуществить. Но тоже их не было. Со старта ни одного подрыва, ничего такого, к сожалению, не было использовано. Так, это сброшенные мины. Ну, до норки далековато, не знаю, под что это тут рассчитано. Или с учетом, что будет группа Хенка теснить группу Юниверкера туда, южнее. Не знаю, он в норку просто заехал.
На что было рассчитано эти мины? Мины надо было сюда, прям под норку кидать. Было бы лучше. Или он не знал, где находится нора. Приблизительно, наверное, на глаз кидал. Я так думаю. Да, ну и этой группой можно, в принципе, решать вопросы. Забирать свой первый балл голландцу. Наверное, так сейчас и, в принципе, произойдет. Танки и драконы пока топчутся на месте. Ну, в следующем раунде там, да, там Стас, и с такой игрой ни один, ни второй игрок, наверное, ничем Стаса не удивят, я так думаю. Ну, пока как-то Хэнк тоже стоит на ровном месте, теряет юнит за юнитом, чего делать, конечно, не стоило бы. Так, ну и Миги тоже в воздухе. По боевому автобусу отработали, и залетает Хеликс. Вот, Хеликс, кстати. Гнездо стингеров. И приходится Хеликс убрать. Но я думаю, что Хеликс мог бы и с гнездом этим разобраться. Ему, как, в принципе, не сильно так страшно. Да, опять увел войска свои. Уже вторичная экономика вовсю пошла. Ну да, да тут прям... Видно, что любители. Даже, знаешь, как привык к высокому уровню игры на World Series. Слишком много матчей им там просмотрели, кто слабее, кто сильнее играл. Но тут надо возвращаться, как говорится, с небес на землю. Немножко непривычно на самом-то деле, но ничего страшного. Посмотрим. Тут самое главное Юниверкеру уже, ладно, смириться с первым поражением и, наверное, немножко морально уже подготавливаться ко второму сражению. Все-таки у нас матч состоит не из одного боя, а из нескольких. Поэтому я думаю, что все-таки надо морально сейчас настраиваться на второй бой, чтобы там было все по красоте, учесть предыдущие свои ошибки. И уже с хорошими мыслями, с хорошим настроем уже надо подходить ко второй игре. Это уже, да, это уже проиграно. Тут ничего уже его не спасет. Слишком тяжелая для него игра. Китаец уже с оверлордами подъехал. Хеликс есть. Все есть, короче. Все на месте. Просто иди и добивай. Вопрос сейчас в другом. Сможет ли Юниверкер дать бой в следующей игре? Да, ну и остатки базы уже, в принципе, можно добивать. Не такую небольшую линию обороны себе тут соорудил сверху. О, боевой автобус. Решил попугать немножко базу Хенка, но что-то куда-то даже не особо-то и сильно пугается. Да, и пробивается до конца уже. До конца прет Хенк. Ему, конечно, уничтожают военный завод, но... это не критично. Еще и миги вылетели. Отрабатывают по перевернутому автобусу. Блин, а я не помню, против кого Юниверкер играл в первом раунде на World Series. Что надо глянуть. Чтобы понимать там. Знаешь, что счет 5-0 был? Но против кого был 5-0? Блин, не туда зашел, ладно. Потом гляну в перерыве между матчами. Ну да, тут уже остатки базы, я тут даже не думаю, что что-то прям пройдет сверху. Естественно, ну не сдается, до последнего играет. Вот это тянет резиду, конечно, это не совсем хорошо. Лучше, что... много времени вот это занимает. Зачем на одном ресурсном центре, в принципе, жить?
что он хочет этим показать, что он сможет еще дальше доигрывать. Не знаю. Ну и последнее здание у него осталось. Пока не вынесет его полностью, Хэнк не успокоится. Нью-Йоркер, ну понятно. Чё, еще и каркасами будем выживать, да? Где выживают? Ёп, твою мать. И где теперь? Иди его ищи по всей карте, да? Охренеть. Где он выживает? Не понял. Ёпт. Застелсил казарму. Я просто в шоке. На самом-то деле. Зачем? Вопрос. Ага, нашел. Йо, пока не нашли ему стелсную казарму, из игры не вышел. Охренеть можно. О боже. Я чувствую, весело сегодня будет. Ладно. Давай следующую игру смотреть. Хэнк зарабатывает первый свой балл. Ну, поехали вторую игру смотреть. Теперь у нас Хэнк будет играть за Глашника стелсного. Против него играет Юни Уокер. Ну, давай посмотрим. Чё да как. Сможет ли? Может ли Юниверкер все-таки отыграться? Я думаю, тут за китайцы отыгрываться можно. Да и за Глашника за стелса можно было побеждать. Как-то неуверенно играл Юниверкер в своей первой игре. Ну, посмотрим, может, мандраж у него, знаешь, на таких уровнях играть турниры какие-то западные, не западные. Может, переживает. Так, а я как раз хотел посмотреть, против кого он играл. Юниворкер. А, ну, против Макиавелли играл. Макиавелли, да, со счетом 5-0 его переиграл. Ну да, там Макиавелли достаточно опытный игрок. Тяжело было. Поехала машинка от Юниворкера. Давит рабочего. Ну, тут больше рабочих нет. Слушай, а тут понизу можно проехать аж до самого ресурсного центра. Норки нет. Подрывник есть, но я думаю, что если сейчас будет управлять этим грузовичком и Ньюокер, и он, по идее, не должен сейчас терять. Да, управляет. И побежал подрывник, но машинка быстрее, только техничка помогает и уничтожить. Опа! А вот и, кстати, игра Хэнком перехватчиками. А Гатлинг-то не сможет разобраться с драконом. Дракон может и напакостить. Побежал красногвардеец, захват уже выучен. Все-таки останавливает. Красногвардейца уничтожили. Одну из вышек себе все-таки Юниворкер забирает. У Хенка как-то более красивая игра складывается на самом-то деле. Он и домики позанимал, и норки ставит. Все более-менее по красоте. Подрывников, как, кстати, каких-то подрывников не хватает. Видели, что он угонщиками играет. Перехватил один танк-дракон. В принципе, нормально. Так, вот техничка с этим. О, Юниворкер еще и скрапики отменяет. Хера себе. О, молодец, молодец. Неожиданный ход. Второй военный завод. Центр пропаганды уже есть.
скоро достроится. Здесь тоже второй военный завод. Дворца пока у Глашника нет. Минка будет, да? Минки соображает. И Хэнк решил уничтожить все-таки, чтобы не было добычи у Нью-Йоркера дополнительной. Свою вышку Хэнк не забрал, он просто там ее контролирует. И, к сожалению, силы не хватает даже с нефтью разобраться. И приходится отсюда уехать. Уже пошли первые ЕЦМочки. Появляются на карте. А вот, кстати, возможно, или под... О, куда? Прям напарывается на вражескую группу. А тут минки и... А так красиво ехала. Но ничего не добился. О, с Инферно решил играть. Ну, на самом-то деле, в принципе... Так как нет квадов у Хенка, Хенку надо будет еще их наспамить. В принципе, можно было бы рискнуть и Хеликсами поиграть. Вместо этого Юниверкер решил более основательно группу собрать из помесей аванпостов, гатлингов и танков ЕЦМок. И командный центр уже не знает, чем себя занять. Юниверкер ставит командный центр. Ну, почему бы и нет, раз деньги есть. Хенк вообще имеет 4300 свободных деньжат. Он их, наверное, копит для постройки черных рынков, которые вскоре можно, в принципе, будет строить. Дворец еще не достроен. Дворец дает возможность только строить. Вот она норочка, которую Юниворкер побрезговал в самом начале. А вот эта, кстати, норка может принести очень много проблем. Вот она. А тут продолжать, кстати. Тут надо бункер было бы поставить и закрыть вопрос вообще с проходом на эту территорию. Просто бункер сюда бахнуть. Китайцы, и никаких проблем бы не было. Совместно с Инферно. Инферно не хватает напалма, чтобы разжигать прям хорошее кострище. Но норки выбиваются. А вот, кстати, и атака от Хенка сверху с этой норы, которую, я не знаю, видел или не видел Юниворкер, но придется свою группу обратно ввести. Вместо этого он на нее не обращает внимания, сжигает в центре норы. Но разворачивайся, иначе тебя ждет печаль беда. Квады прямой наводкой шуруют на базу Юниворкера. Сам Юниворкер вообще никак не реагирует. Как отбиваться планирует, непонятно. Квады просто уничтожают раз военный завод, тут второй военный завод можно уничтожить, бульдозер. Ну, бульдозер такое, надо военные заводы уничтожать, пока отстроишь. Тут гонщик. Так, нет. Не возвращается Нью-Йоркер все на базу, он просто прет вперед. Есть уже выученный напалм, уничтожается еще и ресурсный центр. Че, решил каркасом выживать? Еще одну норку добавляет Хенк. Так, подрыв. Работает Джармен Келл. Гатлинг. Гатлинг вообще встал. Почему встал? Отправляй вперед. Гатлинг сейчас тут нужен в этой группе. Если что, Джармен Келла увидите и уничтожить его. Привет, камелеончик, здорово. Да вот, шпилит у нас Юниверкер против Хенка. И идет ва-банк у нас. Юниверкер, кстати, Хенк тоже назад квады не ведет. У него, в принципе, ой-ой-ой-ой. Минус все Инферно, минус аванпосты. Аванпосты еле живые, короче, нет. Такая херня не пройдет. Уже уничтожается командный центр Юниверкеру.
Да, немножко, конечно, неприятностей для Хэнка тут понаделал, но, в принципе, чухается вполне себе прилично. И 2-0 становится счет. Хэнк у нас начинает вырываться вперед. Завидовать друзей и знакомых. Поддержать юниверкера. Что-то он, знаете, слабенько выглядит. Он же с вами должен, в принципе, играть, тренироваться, насколько я понимаю. С Хамелеоном, с прочими там UAD-денчиками и прочими пацанами. Но что-то пока не получается у юниверкера. Первый сейчас карту будет выбирать юниверкер. Может, карта была не его. Может быть, карта была не его. Gold Cobra. Ну что, посмотрим, как на этой карте. Пока слабо, слабо. Пока юниверкер на фоне Хэнка. Хэнк выглядит пободрее. Но хотя и Хэнк тоже так, 50-50. Так, ну что, у нас тут юниверкер лазер. А Хэнк я не увидел кто. Хэнк китаец какой-то. Сейчас посмотрим. Ядерный китаец. Ну, ядерного китайца можно против американца шорупу наводить. Было бы только желание. Так, куда юниверкер подевался? Ждем. Может, комп перегружает. Тю, блин. Я думаю, что я в сервер не поставил. Понятно. На экране пингует, в принципе, все хорошо, все ровненько. Так, у нас юниверкер играет за лазерного американского генерала. Против него Хэнк, ядерный генерал, сверху. Карта Gold Cobra. Ну, такая. Пойдет. ТД-образная какая-то, да? Немножко, правда, рельеф по изгибисти, да, такая извилистая карта, но, в принципе, суть такая. Такая же. Хэнк стартует прям с аэродрома. Хеликс. Это Хеликс. Ничего другого. И военный завод. Понятно. Хеликс с гатлингом плюс драконом. Так, а юниверкер у нас играет вообще одно эко. С выдвинутой вообще казармой. Но это для захвата вышек. Посмотрим, посмотрим. Чья же тактика сработает лучше. Есть уже первый хаммер. Берет с собой. Заказывает на хаммер дрон. Для быстрой починки. И доезжает до аэродрома. Высадил хаммер.
И Хеликс полетел разбираться с Хаммером. Не стал туда подлетать. Посчитал, что очень опасно. Батлмастер на левом фланге. Так, минус аэродром. Батлмастер заблокировал казарму. И куда? Куда поехал Хаммер? Высаживает и будет ловить сейчас. Ну, лови! Лазерлок! Хеликс улетает. А тут казарма на правом фланге от Хенка. Так, два ракетчика сбивают все-таки Хеликс. Другого Хеликса пока не будет. Нет. Аэродром выбили. Так, ну... Хаммер не пустой. Высаживает одного ракетчика. Но это может быть, вот она, игра Юниворкера. Скорее всего, он ее сейчас заберет себе. Хотя хрен его знает, Хаммер потерян. Казарма на левом фланге от Юниворкера тоже потеряна. И все, что ли? С одним ресурсным центром играет. О, какой военный завод. Прям на базе у Юниверкера. Ну, вовремя его увидел, уничтожил. И бульдозер потерян. А есть еще бульдозера? Есть еще бульдозера у Хенка, все нормально. Два Хаммера. Два Хаммера с медичкой, в принципе, нормально. Жить можно. Находят казарму у себя справа. А вот дракон заезжает с левого фланга, но это Хенк тоже так не особо уверенно. И есть лазерный танк. Встречает. Еще один Хаммер туда в группу. Ну, это уже кое-что. Надо этот дракон уничтожить. Ну, поедь, помоги, домик. Не, домику не помогает. А как он собирает? Ну, лазерный танк есть. Лазерным танком будет останавливать. Такс. Попытка заехать. Ну, может быть. Может быть, кстати, успешной. Есть дроны. Мины будет видеть на зданиях, но там мин нет. На зданиях. Боится Юниворкер заехать. Гатлинги его пугают. Хотя можно, в принципе, не пугаться. Ты играешь Хаммерами. По одному Гатлингу, в принципе, можно ловить. А вот Хеликс, блин. От Хеликса надо будет быть поаккуратней. Выманил Гатлинги аж туда, на правый фланг. А сам поехал налево. Там можно, в принципе, и базу немножко попробовать покоцать. Черная лотос есть. База у Юниверкера вообще никак не меняется. Черный лотос оттуда пришлось убрать. Может, стратег центра пора было бы сделать? Не?
Второй ресурсный центр. Мгм. Да, стратег-центр надо было. Просто Хэнк сейчас наспамит. В принципе, ему этого вполне хватит для того, чтобы продавить массой. Набрал достаточно большую группу хаммеров. Один хаммер уже потерян. ЕЦМ-ка есть. Ну, по ЕЦМ кидай. Да. Что-то как-то не алё. То один, что другой. Ну, в принципе, уровень игры такой. Хаммеры продолжают, кстати. Последние 3 здания осталось. А, там еще электростанция есть. Куда? Ну, хаммерами объезжает, что ты стал? Атакуй по аэродрому и продолжай движение. Опа, а вот аэродром продавать, да, это такое. Зажимает, зажимает. Зажимает гатлингами, но сразу высаживаются хаммеры. И уничтожаются гатлы. Так, о. Успел один заказать Оверлорд. Но там уже должны быть хаммеры еще. Есть хаммеры? Да, есть хаммер, поехал вперед. Ну, уже хаммер будет не в тему. Надо стратегический центр. Где? Нет стратегического центра, а он нужен. Он тут нужен. Без него никуда. Что, 2 заказал аж Оверлорда? Но сейчас временно Хенк остается без добычи ресурсов, разве что только с вышек живет. Да, только с вышек живет. Два хаммера от Юниверкера. Блин, 3-й ранг есть, Юниверкер. Возьми, пожалуйста, я не знаю, этих... Ну, тут надо против игры китайцев. Видно, что очень много пехоты. Тут нужны снайпера. Очень нужны снайпера. Отремонтировать хаммеры надо, вот эти вот, которые у тебя на базе. Медичку потерял. Ну, кстати, Хенка уже 2-й раз разводят на одном и том же финте, когда хаммеры уводят группу в центр, а потом просто разворачиваются и едут на левый фланг. Опа, тут дом еще успел сесть. Ну, из домика стреляй по военному заводу и по казарме. Че ты? Давай. Да, начинает стрелять. Стратегического центра очень не хватает. Сейчас Юниверкеру прям страшно как не хватает. Ну да, с такой игрой, конечно, понятно, почему Юниверкер не смог пройти Макиавелли. Теперь все становится ясно на свои места. Макиавелли для него был очень серьезным противником. Да, пошли уже снайпера, но хоть это уже плюс. Ну да, стратег-центр, накопи денежек, давай поставь. Не жалей денежку. Оу. Стратег-центр надо. Юни. Воркер. Ну да, снайпера прям в тему заходят, но не хватает Search and Destroy. Ну, самое хорошо хоть для Юниверкера тут и соперник тоже так, не самый, конечно, ярко играющий. Еще одну электростанцию.
Зачем ему вторая электростанция? А, он решил лазерными танками играть. Ну, пусть попробует. 2700. Вот поставь сейчас стратег-центр. Ну, не поставить же. Разделил хаммеры. Выбил добычу. И опять, кстати, развел Хэнка и поехал. А Хэнк такое ощущение, как будто не видит, что его развели. Просто так жесть. И приходится сейчас потерять военный завод, казарму сейчас потеряет. И бульдозер, кстати, бульдозер нет. Еще там есть командный центр, поэтому это не последний бульдозер. Будет стратег-центр? Будет стратег-центр. Наконец-то, господи. Как долго же он играл без стратег-центра? 4-й ранг Универкера. Надо еще и командный центр тоже восстанавливать. Надо и командный центр. Что-то с ним думать. Так, ну все, пехота уже Хенку особо не... Пехота уже особо Хенку не поможет. И коробочки здесь заканчиваются. Коробочки заканчиваются и... Ну, тяжело, очень тяжело. 4500. 5000. Плату Хенка. О боже. Вот он. Искать и уничтожать. Наконец-то заветный появился. Черная лота, сволочь. Убили. Неудачная она. Вражина была. А вот тут-то главное теперь на мины не наехать. Смотри, где мины. Так, не зажимай себя в угол. Только не зажимайся. И цемку. И цемку надо в первую очередь, наверное, гасить. А бульдозер находит. Блин, 6000 денег у Хэнка. Ну, ё-моё. Теперь главное тут не пропустить. Давай, командный центр и повышение пуляй. У Хэнка еще до сих пор второй ранг. У него ранга нет. Но если сейчас пойдут ранги у Хэнка, то это будет тяжелый случай. Они достойны друг друга, ребята. Они достойны друг друга. Но проблема в том, что Универкеру еще и отыгрываться надо. Вот она, равная игра. По уровню накала страстей практически как финал World Series, я бы так сказал. Ни один из игроков не может пробить другого игрока. Хотя попытки были, попытки неплохие, но этого недостаточно. Этого реально недостаточно. Командного центра не хватает сейчас Универкеру. Он нужен, как кровь из носу нужен. Ух, почти 5-й ранг уже у Универкера. Надо, кстати, вот эту вышку тоже было бы ему уничтожить. Тут аж 3 ЕЦМки. Ядерная ракета. Денег хватает у Хенка даже ядерную ракету поставить. Где она, кстати? Куда он ее поставил? Что-то я не вижу. А, вот она. Все, нашел. Аэродром. Все, 3-й ранг есть. Теперь Универкеру будет Габелла. Где твой командный центр? Почему без командного центра играет? Полетели. Повышение по стратегическому центру. Мы его так долго ждали, и приходится с ним прощаться. Полетела ковровая бомбардировочка. И, к сожалению,
Юниворкер доигрался. Командный центр. На 17-й минуте. Когда у него 4-й ранг. Епана мать. Все хаммеры на мины ушли. Ёп твою. Да как так-то? Ну, Нас разгромили. 3-0. Ай. Но это еще не конец. Нас ждет еще вторая ответная игра. А вот во второй ответной игре случиться может все что угодно. Да, но Хэнк как-то поопытнее выглядит. Хотя, я думаю, Ньюворкер мог бы пробить на раз-два это все. Развести. Но, к сожалению, не получилось. Так, ну что, Юниверкер у нас теперь играет за лазерного китайского генерала. А в верхней части карты, внизу, под ним играет Хэнк. Ну, даже не знаю. Казан. Да, Юниворкеру, конечно, отыгрывать надо очень много. И очень-очень тяжело будет отыграться с такой-то игрой. Но надеюсь, что... Надеюсь, что он сейчас там не один. И с ним где-то в голосовом чате, может, какой-нибудь поопытнее игрок подсказывает. Так. Бункер. Ну, бункер. Бункер так бункер. Что делать? Уже есть первый хакер. Ой, хакер. Хаммер у Хэнка. Два ресурсных центра, никаких тебе ноу-эко, в принципе, все нормально. По дефолту играет си Хэнк. Первый Гатлинг, да, поехал на правый фланг. Тут, кстати, чинучки. Чинучки могут сейчас получить несколько маслин, но нет. Хаммер догоняет этот Гатлинг, и Гатлинг, к сожалению, потерян. Поехал Гатлинг с трюфовозом. Прямой наводкой в дом поехал. Приходится уехать оттуда. Ну, Хэнк хочет собрать все вышки, нормально. Он в прошлой игре за счет вышек неплохо так себя чувствовал. Хаммеров становится все больше. Хаммеров становится все больше, и их надо будет как-то думать останавливать. Для того, чтобы их останавливать, нужны миги, которых нет. Нужны будут ИЦМки. На ИЦМки уже будут. Есть уже центр пропаганды. Есть первый оверлорд. Выбивает нейтральную вышку Хэнк. ИЦМок добавляю в эту группу. Во, поехала ИЦМка. А хаммеры по левому флангу идут в атаку. А тут бункер есть. Вот интересно, кстати. Нет, бункер все-таки тяжеловато, но... Настреливает. Есть черный лотос, можно
Бери правее. Бери правее, иначе не проедешь. А, без лицемки поехал. Почему без лицемки? Ну, на правом фланге хоть по чинукам немножко полупил, и то хорошо. Ну, развернись, там же тебя на лазерлок ловят, ну. Ай, твою мать. Разгромное, конечно, поражение сейчас терпит Юниворкер. С такой игрой, ну, дальше не пройдешь, конечно, да. Причем же против Хенка можно было играть. Я бы не сказал, что сильно прям такой мега толстый соперник. Это, конечно, ну, Макиавелли, по-моему, лучше был. Играл против Юниворкера, там, конечно, там вообще шансов не оставлял ему. А тут этот против этого можно играть, но, к сожалению, не сегодня. То ли Юниворкер не настроился, то ли не разогревался, то ли вообще не играл в последнее время. Но тяжело для него дается игра. Тут опять на лазерлоке ловят все гатлинги. Да, и ЦМК даже не спасает. Но хоть заоборонил себя, и уже хорошо. Ай. Казарму перехватывает. На правом фланге перехватил же. И перехватил. Нормально. Нормально. Тут надо, конечно, с этим фаербейзом разбираться. Ну, продай казарму. Зачем терять ее? Перехватывать ее, наверное, будет. Хэнк. Опять через центр прет. Тут бы миги пригодились. Вот тут бы миги пригодились по-любому. Так. Юниворкер ищет слабые места. Черная лотос есть? Лотоса можно было забежать. Вообще никакой разведки нет у Хэнка. Так. Блин, один оверлорд не поехал с общей группой. Капец. Капец. Не. Так дело не пойдет. Но у Хэнка тоже нет стратегического центра. База у Юниворкера повеселее будет. У Юниворкера нету ранга, но зато есть командный центр. В прошлой игре не хватало командного центра. Тут, конечно, он поводрее выглядит. Но мигов нет. Надо миги. Миги давай. У Хэнка опять 4675 долларов. Он с таким конским платом еще умудряется выиграть. Я не знаю. И стратег-центра нет, командного центра нет. Он могут сейчас свободно поставить. Но стратег-центр точно нужен. Так, черная лота здесь бегает. Ну забеги. А, тут не забежишь, в принципе. Ну вот отсюда можно, в принципе, попробовать. Тоже не зайдет. Там тоже хаммеры с разведкой стоят. Ну, разве что в момент атаки прошмыгнуть туда. Попробовать. Разве так? Разве что так. Да. Есть и ЦМ-ка, но и ЦМ-ка, ну не морозь. Ты, ё-моё, чуть не потерял всю группу, блин. Из-за того, что и ЦМ-кой начал тупить. ЦМ-ку в таких случаях не надо отправлять, чтобы она морозила какую-то технику. Иначе она тогда не рассеивает ракеты. Левый фланг уязвим. Очень сильно уязвим. Сюда, может быть, ракетчиков надо было тоже посадить. Нет, нет там ракетчиков. Опа! Черная лота все-таки пробежала. Отменяет военный завод. Продает.
И, возможно, первая победа Юниворкера, если, конечно, сейчас с хаммерами этими удастся все-таки здесь отвоевать. Где миги? Ёп. Мигов нет. Миги есть, вернее, но они не задействованы. Вообще никак. Убили Лотос. Но тут уже, конечно, финишная прямая. Финишная прямая для Хенка. Возможно, первая победа в этом противостоянии у Юниверкера. С этой победы у него появится уверенность в себе, и он начнет громить этого голландца. Голландец не самый такой страшный соперник, как мы видим. У него можно громить. Даже нужно. Возвращается обратно к себе на базу. И добей, пожалуйста, добей. Бля, муха не добивает. Один ресурсный центр остается. И все, больше ничего нет у Хенка. И ковровка полетела, и первая победа у Юниверкера, ну, слава богу, отмучил ее. 3-1 у нас счет. Ну, хоть так. Первая победа, но хоть так, хоть уже не сухарик, уже получше будет. Так, у нас получается 4-я, 5-я игра. У нас Хенк выбирает карту. Irish Front. Гламерор. Заглашников как-то не уверенно у нас играл в прошлый раз. Да, они оба, в принципе, не совсем уверенно. Хотя, по-моему, у Хэнка получше получается, чем у Юниворкера. Так, у Юниверкера ладошки вспотели. Я так понимаю. Поехали. Так, ну что, у Хенка Глашник на этой карте, она... Ой. Карта. Карта у нас Irish Front. Внизу карты у нас Хенк, вверху карты у нас Юниворкер. Кстати, голосует, можно сказать, 50 на 50 в пользу ничей. Интересно. Ну да, судя по игре, у них где-то в этом диапазоне плюс-минус и складывается игра. Счет 3-1. Повеселее будет Хенк. Но Юниверкер, может быть, сейчас нащупает все-таки сильные стороны своей игры и сможет уйти вперед. А может и нет. А может и нет, и мы увидим его поражение окончательное. Все-таки до 5 побед играется. Хенку надо еще 2 победы одержать. Ну а Юниверкеру хотя бы 3. 4 даже.
Пока нет быстрых выпадов техничками, ничего такого. Центр занимает у нас Хэнк. В центре также есть нора и у Юниворкера. От Хэнка, видим, уже есть технички. На самом левом нижнем углу есть рабочий. Он там простаивает, но можно было бы туда поставить какую-нибудь норку, что ли. Там рабочий пошел и не успевает Хэнк. Поехала по низу техничка. Надо было заехать на ресурсный центр рабочих раздавить. Поздно сообразил. Нахрена ты развернулся? Иди, бляха-муха, дави рабочих. Нет. Рабочих не давим. Все нормально, все нас устраивает. Подожди, он что, в один ресурсный центр играет? Он в один ресурсный центр херачит. Как так-то, ё-моё, карта ж как раз и располагает на 2 ресурсных центра. Ну вот же второй. О боже. Юниворкер играет через один ресурсный центр. Против него Хэнк играет с 3 ресурсными центрами. Ну как так-то? Еще и какую норку здесь пропустил. И так база маленькая. Ёп твою медь, а. Это, конечно, провал. Это, конечно, провал сейчас от Юниворкера. Ну, по рабочим едь. Раздави всех рабочих. Хоть останови ему временно добычу ресурсов. Еще один провал. Теперь уже провал в атаке. Высадил ракетчиков и начал просто бить по непостроенному военному заводу. Приехала техничка и раздавила. Да. Очень сильно Юниворкер отстает. И по ресурсам, и по всем остальным параметрам. Там 2 ресурсных центра против 2. Ой, против 3. Тут еще и рабочих не хватает, норки не построены. Не-не-не, к сожалению, нет. Или карту не знает Юниворкер, или что, я не могу понять. Походу карту не знает, к сожалению. Есть сквады, есть танк Скорпион, но это овер усилиями сейчас используется Юниворкером, причем используется против быстрых техничек. Тут уже во всю базу уничтожают. Ай, как-то он прошляпил этот момент. Почему не было второго ресурсного центра? Норки на базе фактически нет. Что происходит вообще? Как жить так можно? Ну, и сдается у нас Юниворкер. И счет становится 4-1. Да, это, наверное, 3 было украинских игрока. И все трое как-то... Ну, 2 точно прошли дальше, а вот с третьим что-то проблема. С третьим что-то проблема, и как-то тяжко идет игра у Юниворкера, к сожалению, для него. Но это, возможно, последняя игра для Хэнка. Если он сейчас играет с похожим результатом и с похожим стилем игры, то, в принципе, проблем для него не должно быть. А Хэнк у нас, кстати, не играл на ВС-ке. То есть это вообще что-то новенькое для него. Поехали, чё? Поменялись только местами. Карта та же. Внизу у нас Юниворкер, вверху у нас Хэнк. Оба игрока играют за ванильных глашников. Тяжело. Тяжело дается игра для Юниворкера. Прям капитально. То ли не тренировался, то ли был не готов к таким картам. Ну, просто играть
глашником с одного ресурсного центра. Но это надо было умудриться, блин. Побежали рабочие, но может в этот раз не будет таких ошибок делать. Ну, громит его пока Хэнк громит, и очень неприятно. После красивой игры от Маджесты, после красивой игры от The Game, такая вот небольшая неприятность от Юниуокера, конечно, да. Ну, ставь второй ресурсный центр. Ресурсный второй поставил чуть выше. Ну, поставь третий. Пусть будет 3. Ладно. Не страшно. Главное, чтобы было 2, как минимум. Военный завод уже есть. Подрывничок есть. На случай быстрых подрывов. Сюда, кстати, походу не проедет. Сюда не проедет никто. В центре уже норочка есть. Кстати, так же само Хэнк играет с 3 ресурсными центрами. Вот теперь, да, вот теперь согласен. Вот теперь можно будет универкой рукой как играть. Поехала первая техничка от него, но успел все-таки достроить норку рабочий. Техничка у нас кем там? С подрывниками, по-моему, была. Если я не ошибаюсь. По рабочим проедется. Ну, раз по рабочим, 2 по рабочим. Он начнет отставать по ресурсам. И уже тогда можно будет что-то как-то придумывать покрасивее. Ну, зачем ты так встал? Просто едь вперед. Подрывник не добежал. Не потел. О, кстати, вот сюда норку попробуй поставь. Скорее всего, что не видит сейчас Хэнк. Ну зачем ты туда сел? Ладно. Так-то и так. Так, добыча с ресурсных центров производится. Еще норка в центре. Да, надо было все-таки попробовать закрепиться. Так, есть уже квадры. Минус нора в центре. Давай дальше. И сразу сюда норку. И сразу сюда норку, если можешь. Нет, не можешь. Но было бы неплохо, конечно, если бы можно было. Сразу норочку. Давить своего соперника территориально норами. Но куда? Не того атакует квад. Но скрапик отменил, что самое интересное. Юниворкер, то есть старается. Четвертый ресурсник от Юниворкера. Надо, наверное, потихонечку скорпы добавлять. Опа, домик. Вот это вот, кстати, домик надо было свой занимать. Надо теперь выводить танк токсиновый, вернее, токсотрактор. И дворец. Но дворец нужная вещь. Ага. А тут бы все равно не проехал. Здесь находится подрывник. Токсотрактор тут нужен по-любому. Вот этот дом выселить. Военный завод еще один. Второй. Вот вышки отдавать тоже, конечно, нежелательно. Да, понимает прекрасно, что этого делать не стоит. Но будет тяжело выбить. Тут еще и дом есть. Надо было с токсотрактором ехать. Ой. Напоролся Юни. Напоролся. Надо возвращаться обратно. Так, да, позиции проиграны, конечно. И очень сильно проиграны. Можно 2 сразу вышки забирать. В центре вышка. Так, кстати, тоже за Хэнком. Да, что-то по вышкам. Нехорошо. Нехорошо. Но по ресурсным центрам пока. Вроде, о.
У Юниворкера все нормально. Так, а вот и 4-й ресурсный центр. Сразу 3 вышки идут захватывать Рибеля. Ну тут, по-моему, кстати, не захватывает. Нет. Тут все нормально. Ну, 2 вышки точно забирает. Плюс 2000 сейчас сразу получает на ровном месте. Это плохо. Это очень плохо. Ресурсы отдавать не стоит. Черные рынки уже. Вот. От Юниворкера и даже дворца пока нет. Надо уходить. Надо уходить, конечно, в технологии. Сейчас ГЛА хорошо. Раньше, это получается у Юниворкера сейчас начнет уже вовсю строить вторичную экономику, да. И первые рокетбаги появляются. Здесь уже апгрейд на здание. Апгрейда на рокетбаги никаких нет. И огромная, просто огромная пачка квадов поперла вперед. И чем останавливать собирается Юниворкер? Так, рокетбаги. Придется продать. Или уничтожить. А где еще юниты у Юниворкера? Это что, все юниты, что ли? Ну, в принципе, да, у Хэнка небольшое преимущество по ресурсам было. Все-таки вышки захватил. Надо тогда больше рокетбаги делать. Так, и свои не отдавать. Ну да, юнит за юнитом все-таки Юниворкер забирает. Тут тоже особо не надо ехать. Тут дом. Опа. Квады теряются. Хорошо работают рокетбаги. Кстати, используй эти тоже. Помогай. Подбирается Хэнк все ближе к базе Юниворкера. Должен же был это все увидеть. Да, за ГЛА, конечно, у Юниворкера дела похуже обстоят. Уже есть черные рынки и у Хэнка. Ой. Поехал один квад-смертник. Не надо было так делать. Опа. В ответ вражеские рокетбаги уже появляются. И теряет все свои рокетбаги Юниворкер. Печально. Это прискорбно, как говорится. Скат-шторм. Интересное решение от Юниворкера. В условиях, когда у него есть дефицит юнитов, как он тут предполагает отбиваться, все-таки по мощностям Хэнк лидирует. У него 3 вышки находятся под контролем, их никак не выбил на Юниворкер. Плюс долгое время был без 4-го ресурсного центра. Там 4 ресурсных центра до сих пор работают. И, в принципе, неплохо так справляются. Начинают чистить норки, но видно, что сил не хватает. Множество квадов есть у голландского игрока. Надо вышки, наверное, все-таки по вышкам отработать. Да, и в ответ тут рокетбаги побольше у желтого. Намного больше. И квадов больше. Всего больше. Зря, наверное, ушел Скат-шторм. О, есть. Один уже есть. Теперь это второй. Понятно, короче, куда деньги потратил Юниворкер. Но я думаю, что просто сейчас
до скотштормов у него дело не дойдет. Просто Хэнк развалит ему базу раньше, чем тот успеет их задействовать. Да, и продолжается атака. Хэнк прорывается, центр, прорыв серьезный достаточно. И Нью-Йоркер вообще не знаю, чем он останавливать собирается. С катштормами, которые будут через 4 минуты. Через 4 минуты тебя уже самого не станет. А там рокет-баги есть. 2 штуки всего лишь у Нью-Йоркера. И с тыла заезжает. Этого мало. Этого мало, и все. Весь центр сейчас очищен. Ой. И сразу норка. Вот как надо было играть. Юниворкер. Вот как надо было. Выбил территорию, сразу норку. Выбил территорию, сразу норку. Блин, ну, Скотшторм 5000 стоит. Скотшторм 5000 стоит. 10 тысяч долларов, по сути, слито на ненужное приобретение в виде скотштормов, которые не сработают. Причем условия такие, что оппонент забрал, ну, все возможные ресурсы, которые он мог бы забрать. 3 нефтяных вышки, 4 своих ресурсных центра. Это все работало ему на экономику. Ты жил только с 4 ресурсных центров, за счет чего, конечно, и не вытащил. Ну и помимо того, вот эти 10 тысяч долларов, вот они сейчас у нас на карте. Гуляет несколько, ну, около 10 рокетбаги, квады. Это те самые 10 тысяч, которые потрачены были на скотшторма юниворкером, а Хэнк их потратил на юниты. То есть сейчас эти 10 тысяч долларов вложение работает лучше, чем вложение украинского игрока. Голландец в этом плане лучше принял решение, и это решение себя оправдало. Причем вот первый Скотшторм, который появился в игре, у нас уничтожается и сдается. Юниворкер 5-1 побеждает нас Хэнк. Ну что ж, Хэнку я, к сожалению, к радости или к сожалению, ну, могу только посочувствовать. А там дальше Стас, он дальше не пройдет. Это 100% железобетонно. Как бы, даже если бы Юниверкер туда прорвался, вот там от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Стас уже там был при жеребьевке, уже занял свое место. Поэтому Хэнк дальше не пройдет. Там дальше Стас пройдет по-любому. Вот. Ну, а Юниверкер, ну, слушай, ну, Юниверкер, тебе надо еще играть и играть и играть. Видно, что запал есть у игрока, но не хватает... Ну, не знаю, может, Хэнк был получше игрок, но, по-моему, Юниверкер сыроват для такого уровня турниров. Ладно, World Series там и подавно, но тут как бы Хэнка надо было обыгрывать. Да. Ну, ладно, что поделать. На этом я буду заканчивать свою трансляцию. Всем спасибо, всем пока-пока, удачки.